Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости канала. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши обновления. Если вам не сложно, поставьте палец вверх, нам будет очень приятно. Заранее спасибо. А сейчас поговорим о том, что... Обзор Mercedes-Benz X-First Drive 2022 года. Электромобиль, не похожий ни на что другое, иногда ожидания давят на вас. С громкими именами, многообещающими и имеющими большие последствия, Mercedes-Benz X 2022 года – яркий тому пример. Проведя 2 полных дня за рулем немецкого автопроизводителя, пытающегося пересмотреть понятие роскоши через Цюрих, Швейцария, я почти с облегчением сообщил, что X превосходит все мои ожидания от Mercedes-Benz. Рискну сказать, что это электрический роскошный S-класс, который переопределяет то, что современный седан высокого класса воплощает в форме и функциональности. И действительно, когда в последний раз у автопроизводителя были 2 флагмана, которые совершенно не связаны друг с другом. Когда вы думаете об этом, Mercedes-Benz X является единственным истинным премиум-класса люкс электрический седан на сегодняшний день, и это ничего, как производительность, ориентированных на Porsche Taycan и Audi e-tron GT. Учитывая, что существующий S-класс никуда не денется, X представляет собой переосмысление многолетнего флагмана Mercedes, и его превосходные вдохновляющие уровни роскоши, изысканности и престижа, но демонстрирует, как электромобили могут добиться большего успеха во всех 3. Сначала поговорим о деталях. Называть X полностью электрическим S-классом еретично, и Mercedes это не ценит. Правда, оба автомобиля – флагманские роскошные лимузины с разными силовыми агрегатами. Тем не менее, под односторонним листовым металлом X находится совершенно новая масштабируемая платформа EVA, первая из автомобилей автопроизводителя, использующая ее. Честно говоря, вам нужно увидеть X в реальной жизни, чтобы оценить его цельный дизайн. SVP может быть преуменьшением, но изогнутый профиль позволяет ему с максимальной эффективностью сокращать ветер для увеличения дальности. Кстати, Mercedes-Benz X 2022 года представлен в 2 предложениях: X450 Plus и X584 Matic. Первый из них имеет один установленный сзади электродвигатель, развивающий 329 лошадиных сил и 419 фунт-фут крутящего момента. Он разгоняется до 60 миль в час за 5,9 секунды и развивает максимальную скорость 130 миль в час. Поверьте, X450 Plus чувствует себя быстрее до 60 миль в час, чем официальные данные Mercedes-Benz, даже если его позиционирование больше связано с роскошными круизами, чем с автобаном. На второй день я выбрал X450 Plus в качестве тестовой машины, и мне повезло с дождем и скользкой дорогой. Я бы солгал, если бы сказал, что меня не беспокоит трансмиссия на задних колесах, но эти опасения были развеяны благодаря всем электронным няням. Он управлялся так же хорошо, как First Edition 584 Matic, с которым я тоже проводил время. Для большинства покупателей, в том числе и для меня, X450 Plus более чем достаточно, особенно если вы проживаете в районах, где не идет снег и где нет ледяной дороги. Тем не менее, для тех, кому нужно больше всего, 2022 X584 Matic имеет двойные электродвигатели мощностью 516 лошадиных сил и 631 фунт-фут крутящего момента. X580, оснащенный полным приводом 4 Matic и системой управления крутящим моментом, представляет собой роскошный автомобиль класса Hot Rod. Он разгоняется до 60 миль в час за 4,1 секунды, но имеет такую же максимальную скорость 130 миль в час, что и X450 Plus. X580 ни в коем случае не является убийцей Tesla Model S Plaid, по крайней мере не в категории скорости и ускорения, но по качеству езды, утонченности, качеству сборки и общему ощущению, X на несколько лиг опережает любой Tesla на мотоцикле. Рынок. Оба питаются от литий-ионной аккумуляторной батареи на 107,8 копейки-ватт, которой хватает примерно на 780 километров или около 480 миль в цикле ВЛТПП. Должен отметить, что я водил тестеров европейской спецификации, и все может немного измениться к тому времени, когда X прибудет в Северную Америку. Итак, Mercedes-Benz хранит молчание о цифрах ЭПА, но я считаю, что у него достаточно энергии, чтобы проехать от 370 до 400 миль на одной зарядке, в зависимости от погоды и стиля вождения. А пока найдите станцию быстрой зарядки постоянного тока мощностью 200 копеек вторнику, и вы сможете пополнить запас хода в 186 миль примерно за 15 минут, что совсем неплохо.
У меня ни разу не было беспокойства по поводу дальности, как бы я ни нажимал на X, который о многом говорит, учитывая, что я в конечном итоге ехал в относительно отдаленных районах Цюриха. Зайдя внутрь, трудно не заметить эту потрясающе выглядящую, но иногда отвлекающую, 56-дюймовую систему Max Keeper Screen с косой чертой и информационно-развлекательной системой. Несмотря на то, как это может выглядеть, на самом деле это не один дисплей. Вместо этого он разделен на 3 разные OLED-панели с бесшовным покровным стеклом, которое помогает создать эффект присутствия при просмотре. Кроме того, в интерьере нет беспорядка и физических кнопок. У него все еще есть обычный кнопочный пусковой механизм, возможно, пережиток славных дней бензиновых машин. Тем не менее, все кнопки и переключатели теперь являются сенсорно-емкостными поверхностями, черт возьми, даже солнцезащитные очки реагируют на прикосновения или жесты смахивания. Я ожидал, что X будет вести себя, чувствовать и пахнуть как S-класс, но я ошибался. Вы можете винить в этом рулевое колесо и элементы управления сиденьем, последние из которых, к счастью, все еще имеют физическую форму. Но как только я уехал, мне сразу же пришло в голову отчетливое ощущение электрической спортивности. Имеет ли это какое-то отношение к конструкции X с выдвинутой кабиной вперед или, возможно, к заложенным спортивным генам, хотя и на электризованной разновидности? Рулевое управление кажется более прямым и продуманным, чем у S-класса, который идеально подходит для управления довольно здоровенным полностью электрическим лимузином. Вы наверняка почувствуете вес машины через румпель, опять же неплохо, но быстрое нажатие на педаль газа переориентирует ваши чувства. Как я уже упоминал ранее, X580 не является Tesla быстрым, но и не сильно отстает. Кроме того, сверхтихая кабина и спокойная езда благодаря стандартной пневматической подвеске Airmatic умаляют вас расслабиться, несмотря на игривые ощущения руля, еще больше отвлекая вас от хулиганства. Mercedes имеет многолетний опыт создания идеальной роскоши, и X не исключение. Когда вы приближаетесь к электромобилю, вас приветствует автоматическое открытие двери, постукивание по педали тормоза вызывает ее закрытие. Несмотря на этот просторный сенсорный экран, гораздо проще просто попросить «Привет, Mercedes», включить массаж сиденья, позвонить супругу, найти ближайший тайский ресторан или даже попросить включить кондиционер, просто указав, что в помещении жарко. Также стоит упомянуть регенеративные режимы и управление с одной педалью, которые вы можете переключать с помощью подрулевых переключателей за рулевым колесом. В X есть 4 варианта регенерации, и мне больше всего нравится D-Auto, который использует данные из систем навигации и помощи водителю, чтобы, из-за отсутствия лучших слов, почти управлять самим собой и останавливать машину еще до того, как я задел машину педаль тормоза. Я не могу не подчеркнуть, насколько впечатляющей является эта уникальная функция для тех долгих поездок, когда вы пребываете не только в безопасности, но и расслабленными и отдохнувшими. Нажатие на левую кнопку активирует режим дополнительной регенерации. Я обнаружил, что он едет по извилистому горному склону, и мне редко нужно было нажимать на педаль тормоза. Это отлично подходит для гипермиллеров, стремящихся получить максимальную дальность полета от одной зарядки. Еще одна особенность, отвечающая за маневренность автомобиля, это управление задними мостами. Это то, что мы видели в S-классе раньше, а в случае X система рулевого управления задней оси поддерживает до 10 градусов поворота в любом направлении. Задние колеса поворачиваются в направлении, противоположном передним, на более медленных скоростях, обеспечивая радиус поворота 35,8 фута. Это примерно то же самое, что и Honda Civic или Subaru Brezza. Во время демонстрации самостоятельной парковки я с легким беспокойством наблюдал, как X самостоятельно маневрирует на крутых поворотах в пределах пары дюймов от окружающих объектов. На более высоких скоростях задние колеса поворачиваются в том же направлении, что и передние, для повышения устойчивости. Неважно, как быстро вы путешествуете, он тихий, как свист, обеспечивая идеальный фон для изучения слуховых чудес этой стандартной аудиосистемы Bjornista с 15 динамиками. Синхронизация освещения и звука поистине превращает каюту в вашу гостиную в движение. Это также идеальная настройка для системы Mercedes Energizing Comfort. Он включает освещение, звуки и даже запахи, чтобы помочь вам бодрствовать или расслабиться, и хотя это не новая функция, тишина кабины X делает ее еще более эффективной. Активное окружающее освещение, способное воспроизводить 64 цвета, прекрасно сочетается с 3 фирменными звуковыми ландшафтами, эксклюзивными для X: звуки моря, летний дождь и лесная поляна.
Звук выходит за рамки простого расслабления, если вы решите включить ревущий пульс, который напомнил мне радостный двигатель AMG. Если это не ваш джем, вывод Flux имеет более гладкое и ритмичное звучание, а Silver Waves, несомненно, подарит вам ощущение, будто вас окружает кокон. Ощущение защиты также не просто символическое, система HVAC оснащена HEPA-фильтром, наполненным древесным углем, для подачи максимально чистого воздуха, и клянусь, вы можете почувствовать, как он работает. В конце концов, никаких подробностей о вас и благополучии вашей семьи не упускается. Больше всего сбивает с толку ощущение, что вас окружают сверкающие новейшие технологии. Система искусственного интеллекта Max Keeper Screen требует некоторого привыкания, и 2 дней недостаточно, чтобы искусственный мозг знал или предсказывал ваши предпочтения, но все это чертовски красиво, чтобы созерцать и работать. Ах, и как я могу не упомянуть про его Heads-Up дисплей с дополненной реальностью, из-за которого кажется, что вы находитесь внутри симулятора виртуальной реальности. Эти гигантские парящие стрелы, парящие над дорогой впереди, являются благом на незнакомой территории, а система занимает почти половину ветрового стекла, обеспечивая захватывающий высокотехнологичный опыт вождения. Что касается сенсорного дисплея пассажира, то это не обязательно, но сверхтехнологии должны иметь. Я не тратил на это много времени, поскольку из всех, на что он способен сегодня, X все еще не полностью автономен, и поэтому я был необходим за рулем, но он предоставляет переднему пассажиру прямой доступ ко всем функциям центрального дисплея. Кроме того, они получают веб-браузер, доступ к YouTube и даже возможность следить за последним выпуском своего любимого шоу на Netflix. В городе и на окраине Цюриха X ощущается как ракета, несущаяся с готовностью энергичного спортивного автомобиля. На шоссе X кажется неудержимым, и Mercedes-Benz не позволяет электромобилю разгоняться до максимальной скорости 130 миль в час. Как я уже сказал, Mercedes X 2022 года не похож ни на что на земле, по крайней мере, на данный момент. Конкуренция тоже не останавливается на достигнутом. Но можно с уверенностью сказать, что X устанавливает высокую планку того, как будущее вождение должно выглядеть, ощущаться и звучать. Говоря о вождении, я сидел за рулем, пока Mercedes Drive Pilot возил меня в контролируемой среде. Drive Pilot — это, по сути, беспилотный автомобиль 3-го уровня, который, как ожидается, получит одобрение регулирующих органов в Германии к концу года. Он будет доступен сначала в S-классе, а затем в X в следующем году. Несколько лет назад я тестировал систему Audi Level 3, которая, к сожалению, так и не появилась на серийной версии A8. Реализация Mercedes имеет несколько менее строгих требований для активации уровня 3, таких как наличие физического барьера или ряда автомобилей. Это настоящий беспилотный автомобиль, без руля, глаза от дороги, что позволяет просматривать веб-страницы на большом центральном дисплее с гиперэкраном, текст или чат, при движении со скоростью до 60 км в час или примерно 37 миль, в сценарий пробки. В некоторых случаях пробки вызваны авариями впереди, а это означает, что вы можете ожидать быстро приближающихся автомобилей скорой помощи. Mercedes разместил заднюю камеру высоко на заднем стекле со стороны водителя, которая может обнаруживать мигающие огни и объекты, и в этот момент Drive Pilot передает управление обратно вам. Drive Pilot не работает под дождем, как таковые датчики дождя расположены на переднем ветровом стекле и внутри передней колесной арки со стороны водителя. На переднем колесе установлена новая система LiDAR, а сзади высокоточный модуль GPS, установленный прямо над задним стеклом. Вы были бы прощены, если бы подумали, что их два Mercedes говорит, что другой нужен только для уравновешивания внешнего вида. Во время моей тестовой поездки X быстро маневрировал вокруг препятствия, оставаясь в пределах своей разметки полосы движения, как того требует закон, и это в основном из-за нового GPS. Если это не удается, управление немедленно возвращается водителю. В целом Drive Pilot дополняет множество причин, по которым Mercedes-Benz идет в ногу с технологиями. Электрификация может повлиять на некоторых, но новый X — это нечто большее, чем просто прощание с бензином. Это может быть электромобиль, но в первую очередь это роскошный автомобиль, который гордо и без извинений носит свои технологии. Mercedes пообещал что-то грандиозное, и теперь мы увидим, насколько большой фурор произведет X. Mercedes X Hyperscreen 2022 года, переработан и назван в честь немецкой рейв-группы. Вы слышали о группе Scooter. Будьте готовы получить Hyper экран. Одной из выдающихся особенностей седана Mercedes-Benz X 2022 года,
полностью электрической альтернативы стандартному полноразмерному S-классу, является его доступный HyperScreen. На этой полнофункциональной приборной панели находится пара 12,3-дюймовых дисплеев, один перед водителем, а другой, сенсорный экран, расположен перед пассажиром, а также массивный 17,7-дюймовый центральный сенсорный экран за единой стеклянной панелью. За потрясающим дизайном HyperScreen скрывается серьезная инженерия и любопытная предыстория, вдохновившая его на создание названий. Безопасность прежде всего де-факто являясь приборной панелью, HyperScreen должен соответствовать целому ряду правил безопасности, а также перемещать определенные элементы, обычно присутствующие на приборной панели, например, подушку безопасности пассажирского сиденья, в другое место, не влияя на функциональность этих элементов. Для начала, как и обычная приборная панель, HyperScreen должен соответствовать нормативным стандартам безопасности при ударе головой. Большинство поверхностей в современном автомобильном салоне спроектированы таким образом, чтобы поглощать удар головы человека или других частей тела, хотя и минимально, в случае аварии. Частично это связано с тем, что у нас здесь, в Соединенных Штатах, до сих пор проводятся краш-тесты, в которых учитываются непристегнутые пассажиры. Другая причина в том, что с поясом или иначе, ваша голова все еще может удариться во что-то во время аварии, и правительство зафиксировало, сколько отдавать это что-то должно предложить. Глядя на HyperScreen, сначала он может показаться плохим кандидатом для надлежащей защиты от удара головой. Это огромная слегка изогнутая стеклянная пластина с дисплеями и другой электроникой, соединенная с ее задней стороной через легкую, но прочную магниевую основу. Поэтому инженеры Mercedes относились к нему как к огромному внутреннему компоненту и работали над тем, чтобы он соответствовал правительственным постановлениям. Как массивный блок HyperScreen, экраны, элементы управления и все остальное, монтируется непосредственно на сверхпрочной структурной поперечной балке, которая проходит между передними стойками X, чтобы панель прогибалась при столкновении с движущимся телом или частью тела. Mercedes устанавливает ее с помощью специально разработанных алюминиевых фитингов. Косынки в этих креплениях могут деформироваться при столкновении с раздавливающей нагрузкой, например, при ударе тела по кабине о гиперэкран, существенно смягчая удар, как зона деформации передней люльки автомобиля, в миниатюре. Каждое из этих креплений имеет резиновую изоляцию, чтобы свести к минимуму вибрацию и дребезжание при отсутствии столкновений. Поскольку HyperScreen весит немногим более 16 фунтов, инженеры Mercedes также утверждали, что в случае неудачи X будет достаточно сильно задним концом, вся панель HyperScreen может отделиться от своих болот и приземлиться на пассажиров на передних сиденьях. Следовательно, те же самые крепления, которые спроектированы так, чтобы сминаться при ударе с достаточной нагрузкой, нам сказали, что Mercedes превысил требуемый показатель силы перегрузки, необходимый для деформации опор панели, также невероятно прочны на разрыв. В переводе это означает, что тянущая нагрузка, или попытка оторвать панель от поперечной балки, должна быть невероятно высокой, чтобы крепления могли уйти. Если вы садитесь за руль X, оснащенного HyperScreen, вам не нужно беспокоиться о том, что 3 экрана упадут вам на колени. Есть и другие продуманные конструкции безопасности, связанные с HyperScreen. Подушка безопасности пассажира была спроектирована так, чтобы срабатывать сверху и перед панелью, надуваясь вверх и над гиперэкраном, чтобы встретиться с головой и туловищем переднего пассажира при лобовом ударе. Если X ударит сбоку, Mercedes позаботился о том, чтобы отрезать остекленную область HyperScreen до его крайних краев. Таким образом, любое вторжение в кабину не приведет к повреждению панели HyperScreen. Видите ли, круглые вентиляционные отверстия на каждом конце панели смонтированы в сменных пластиковых удлинителях, прикрепленных к основной панели. Хотя сборка выглядит как единое целое, эти концевые части представляют собой дешевые ягнята, которые можно приносить в жертву в случае бокового столкновения. Без этих битов любое аварийное вторжение также повлияло бы на дорогостоящую основную панель. Что в имени? По словам инженера Mercedes Матиаса Поля, главы проекта Max HyperScreen, автопроизводитель потратил довольно много времени на то, чтобы придумать название, подходящее для того, что впоследствии станет известным как HyperScreen. По не совсем понятным причинам он сказал нам, что команда была вдохновлена песней Hyper Hyper, созданной несколько десятилетий назад немецкой техно-рейв группой Scooter, которая, как мы выяснили, по совпадению, отправляется в тур этим летом. Кстати, у Scooter есть хит под названием How Much Is The Fish. Чтобы избавить вас от лишних слов на YouTube, мы резюмируем музыку как странные разговоры в быстром электронном ритме.
Во всяком случае, похоже, что у Mercedes есть сотрудники, которые являются поклонниками бренда скутер, посвященного хэппи-хардкорной рейв-музыке. Или они просто баловались с нами. В то время как X обычно избегает уловок, характерных для интернет-фанатов, деталей пасхального яйца, которые отделяют Tesla Model S от пакета, пуканье вместо гудка, глупые или несоответствующие голосовые команды и т.д. Кажется, что это одно попадает в эту категорию, намеренно или иначе. Итак, скажите своим друзьям, когда они проверяют ваш новый X, что его потрясающий дисплей Hyperscreen — это как привет всем рейверам в мире. Затем посвятите несколько минут объяснению, что это за хрень. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.